Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы побываем с вами в Кедронском ущелье, или долина Йосафата, так она называется, и поговорим о наиболее значительных захоронениях, которые находятся в его пределах. Давайте посмотрим на Кедронское ущелье со стороны Масличной горы. Отсюда очень хорошо видно, что ущелье отделяет гору от старого города Иерусалима. В отдалении четырехэтажное здание с колокольней. Это церковь первомученика Стефана, на месте, где был побит камнями один из первых христианских великомучеников. Крепостная стена старого города, и выделяются сегодня замурованные золотые ворота или ворота милосердия, через которые Спаситель входил в город. Угол крепостной стены. У основания сохранились камни времен Христа, времен второго Иерусалимского храма. Наконец мы дошли взглядом до еврейского кладбища на склонах Масличной горы. Здесь есть гробницы древние и современные, и среди них выделяется пирамидка. Это гробница Авесолома. Кедронская долина имеет еще название долина Йосафата. Исследователи связывают ее с именем знаменитого еврейского царя Йосафата, который старался идти по стопам Давида. Он очень активно боролся с идолопоклонниками. Он расширил территорию своего царства. И здесь, в пределах этой долины, он разбил моавитян и их союзников. И здесь же он и был похоронен. Другие исследователи связывают название Йосафат с глаголом «лишпот» – «судить», ибо это место предстоящего страшного суда. Мы с вами приближаемся к гробнице Авесолома, о нем сейчас и поговорим. На протяжении столетий у евреев был интересный обычай – привозить сюда детей и забрасывать камнями памятник. Этот памятник Авесолому стал напоминанием о том, что может быть с человеком, если он ослушается Бога. Авесолом был третьим, самым любимым сыном Давида от Маахи, дочери гессурского царя Фамая. После того, как Авесолом убил своего брата Амнона, который обесчестил свою сестру Фамарь, он вынужден был бежать в Сирию к своему деду в Гессур. Что произошло? Амнон совершил грех, совершил преступление. Он обесчестил свою сестру. Но Авесолом, когда это произошло, не осудил его. Он затаил злобу, затаил гнев. И 2 года он вынашивал план мести, план убийства. То есть он не судил его по закону, а подготовил убийство. Поэтому Авесолом этим поступком погубил себя. Спустя 3 года царь согласился вернуть сына, но не по прощению, а лишь благодаря настойчивой просьбе военачальника Давида Йоава. Он вернулся, но начал готовить мятеж против отца. Царь Давид вынужден был бежать с небольшим отрядом из Иерусалима, и бывший советник Давида Ахитофел, ближайший друг, советник Давида, который перешел на сторону мятежного сына, уговаривал его преследовать Давида, и наверняка он бы одержал победу. Но тот послушался совету другого советника, друга, настоящего друга Давида, Хусии, который предлагал собрать армию. И тогда уже с большой, огромной армией победить отца. И это позволило Давиду выиграть время. В конце концов, Авесолом потерпел поражение. Один из военачальников Давида, Йоав, все тот же Йоав, который заступался за Авесолома, настиг мятежника и пронзил его 3 стрелами. Памятник Авсалому на иврите звучит как Яд Авшалом. Имя Авшалом переводится как «отец мира». Какая ирония, зная историю взбунтовавшегося сына.
Слово «яд» переводится как «рука». Можно было бы провести параллель и заявить, что некогда этот памятник венчало изваяние в виде руки. Но это не так. Есть еще один перевод у слова «яд». Надгробный памятник, обелиск. Обелиск Авесолома. Во второй книге Царств, глава 18, мы читаем: «Авесолом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в Царской долине. Ибо, сказал он, нет у меня сына, чтоб сохранилась память имени моего. И назвал памятник своим именем. И называется он памятник Авесолома до сего дня». Согласно Библии, Авесолом был похоронен не в построенной для себя гробнице, а в другом неизвестном месте с позором и в стыде. Иоав, полководец царя Давида, когда его телохранители настигли и умертвили мятежного сына, приказал похоронить его в яме и забросать тело камнями. Сам памятник очень необычен для всей этой долины теней смерти. Он был построен в конце I века до Рождества Христова. Стиль постройки греческий, но сочетание архитектурных элементов необычно. Дорический фриз и египетский карниз. Такое сочетание архитектурных элементов можно встретить только здесь, на Востоке. Такое своеобразное проявление эллинизма. Гробница напоминает монументы периода Второго Иерусалимского храма. Основа здания – монолитный камень. Нижняя часть квадратной формы, средняя в виде кольца и верхняя круглая пирамида, заканчивающаяся в виде цветка с 6 лепестками, по всей видимости лотоса. Сегодня пустующая гробница закрыта, но в начале 20 века археологам удалось попасть вовнутрь. Внутри здания была обнаружена погребальная комната, разделенная на двоих. Вход был с южной стороны по деревянному мосту. Гробница Авесолома считается самым красивым монументом древнего Иерусалима. Нечто похожее было найдено в Иродионе, надгробие над могилой царя Ирода, и похожее сооружение в знаменитой Иорданской Петре. Иногда это место в Кедронской долине так и называют Иерусалимской Петрой. По всей видимости, эта гробница принадлежит царю Ироду Агриппе I, внуку Ирода Великого, умершего в Кесарии в 44 году от Рождества Христова. Позади гробницы Авесолома находится высеченная в скале пещера, и предание ее связывают с царем Йосафатом, хотя в Библии указано другое место его погребения. «И почил Йосафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего». 3 книга Царств. Пещера, расположенная справа от гробницы Авесолома, украшена 2 колоннами, поддерживающими архитрав дорического ордена. Она принадлежит священнической семье Хезера. Этот род неоднократно упоминается в Библии. Ученые считают, что это самое древнее захоронение на этом кладбище и относят эту гробницу к периоду Первого Иерусалимского храма. Вместе с тем, армянская традиция связывает эту пещеру с местом первого погребения Якова, брата Господня. Впоследствии его голова была перезахоронена под алтарем соборного храма святого Якова в армянском квартале, а тело ученики увезли в Испанию, в город Сантьяго де Компостела. И, наконец, мы подошли к гробнице Захарии. Она полностью высечена из скалы. Немного похожа на гробницу Авесолома в таком уменьшенном виде. Захоронение еще не изучено изнутри, но предположительно принадлежит одному из священнических родов. Еврейская традиция утверждает, что это гробница священника Захарии, сына Иодая, убитого по приказанию нечестивого царя Иоаса за то, что обличил его в грехах. И это злодеяние было совершено во дворе храма, Дома Господня. Некоторые исследователи считают, что это гробница другого Захарии, отца Иоанна Предтечи, который был убит в храме.
Именно к нему относят слова, произнесенные Христом, осуждающие фарисеев и книжников. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля, праведного, до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Читаем Евангелие от Матфея, глава 23. Кругом погребальные ниши, а дальше земля необитаема. Там приносили жертву Ваалу и Молоху, человеческие жертвоприношения. Дети Израиля будут приходить сюда и смотреть, и говорить: это ад. Интересно, что на иврите ад звучит как гееном. Царь Давид, говоря в своем псалме о долине смерти, имеет в виду именно эту долину, долину гееном. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22. Долина расположена с восточной стороны Иерусалима и покрыта тенью большую часть дня. Вот мы видим памятник богоотступнику Авесолому, погребальные ниши, шепчущие о смерти, и соседняя долина Гееном, напоминающая о вечном огненном озере. Слова из псалма царя Давида о долине смертной тени можно применить и к Христу. Он проходил этой долиной, когда входил в Иерусалим, когда ночью шел после Тайной вечери в Гефсимань. Ею же провели его, арестованного, из Гефсимани на суд Каиафы. Есть разница между погребением в земле и в высеченной гробнице. Как правило, погребенные в пещере имели высокий социальный статус. Это были люди знатные и богатые. В пророчестве о Христе Иосиф Аримафейский уступил свою гробницу для погребения Спасителя. Могилу ему отвели с нечестивыми, но он был похоронен у богатого, потому что не совершал преступлений, и в устах его не было никакой лжи. Пророк Исаия. На этом мы заканчиваем нашу прогулку по долине Йосафата или долине смертной тени. С вами был гид по Святой Земле Сергей Алексейчик. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Храни нас всех Господь!